Всем привет, вы на канале Рокжет, и сегодня мы рассмотрим нового персонажа из последнего обновления Эпифани – Тарниш Синего Малыша. Перед началом хочу поблагодарить художника Глоди за этот бомбезный арт для превью. Ссылку на его соцсети вы можете найти в описании под видео. Также небольшая ремарка. Моды сейчас работают нестабильно на Repentance+, и разработчики модов ничего не могут с этим поделать, и остается только ждать, когда официальные разработчики починят то, что сломали. Из-за этого, для избежания багов, рекомендуется играть на обычном Repentance, а еще лучше на Repentance с установленным репентагоном. Ну что ж, начнем. Сначала персонажа нужно будет разблокировать. Для этого за альт Синего Малыша, не выходя из стартовой комнаты, нужно много раз поражать свою карманную активку, пока она не сломается. Теперь при использовании карманной активки первая кучка из списка будет удалена, и персонаж начнет оставлять за собой лужу с эффектами удаленной кучки. С этим предметом вам нужно дойти до уровня сундука и войти в комнату босса. Тарниш Синий Малыш начинает игру со скоростью 0.85 и имеет множитель урона и скорострельности 0.85. Также у него имеется карманная активка Микс и специальная шкала луж, в которой с начала игры есть 3 полные случайные лужи. При нанесении урона врагам из них будет выпадать новый специальный пикап под названием Мешочек Колостомии, при подборе которого вам в шкалу добавится 4 деления новой или дополнится уже имеющаяся лужа. При стрельбе будет заряжаться специальная атака. При прекращении стрельбы и полностью заряженной шкале, Синий Малыш выплюнет лужу перед собой и потратит одно деление из шкалы. Выбрать, какую именно лужу вы будете использовать, можно с помощью нажатия кнопки для выброса брелоков. В моем случае, так как я играю с клавиатуры, это Ctrl. Тарниш Синий Ребеночек не может использовать бомбы. Все бомбы, кроме тролль-бомб, будут заменяться на мешочки колостомии. Нажатие на кнопку бомбы потратит одно деление из шкалы, и на несколько секунд персонаж начнет оставлять за собой след из выбранной лужи. При зажатии кнопки бомбы шкала лужи начнет быстро тратиться, и после 5 потраченных делений персонаж создаст вокруг себя взрыв. Для создания взрыва нужно иметь минимум 5 делений одного вида лужи. Перейдем же к видам луж. Коричневая. Пока игрок стоит в этой луже, он получает прибавку к скорости 0.15, скорострельности 1.70 и 2 дальности. Кукурузовая. Со временем создает синих мух. В незачищенной комнате может создать максимум 3 мухи. Черная. Замедляет врагов. Живая. Имеет самонаводку и накладывает страх на врагов. Ледяная. Враги, попавшие в эту лужу, получают новый дебаф под названием Обморожение и начинают скользить. Обморожение увеличивает весь получаемый врагом урон на 50%. При смерти, пока враг стоит в луже, он превращается в ледяную статую. Ядовитая. Отравляет врагов. Держится на полу дольше всех других луж.
Огненная. Поджигает врагов. При смерти врага в луже он оставит после себя огонь, который наносит урон другим врагам и блокирует выстрелы. Святая. Каждые 6 тиков наносит урон персонажа, деленный на 8. Если враг стоит в этой луже дольше 2 секунд, то создает на его месте луч света, как от предмета Holy Light. Барий. Накладывает ошеломление на врагов, но может сработать только один раз на одного и того же врага. Сама лужа шире, чем другие. Электрическая. Враги, наступившие в нее, электризуются и начинают бить током других ближайших врагов. Этот ток наносит 20% урона игрока. Ну а теперь, думаю, стоит поговорить о карманном предмете персонажа. С помощью него две лужи можно замиксовать в одну, объединив их эффекты и заряды, тем самым создав более мощное оружие. Ну и кем бы я был, если бы не стал рассказывать про все возможные комбинации, а? Коричневая кукурузная. Стоя в ней, вы получаете увеличение скорострельности 1.70 и увеличение урона 1.08. Слезы, которыми вы стреляете, пока стоите в луже, могут создать мух. Коричнево-черная. Стоя в этой луже, вы получаете скорость 0.15 и дальность 1.50. Ваши слезы будут замедлять врагов, и после 5 попаданий по одному врагу призовется тентакля, которая обездвижит врага. Живая коричневая. Стоя в ней, вы получаете 0.15 скорости и 1.70 скорострельности. Лужа самонаводится на ближайшего игрока. Ваши слезы будут накладывать страх на врагов. Ледяная коричневая. Стоя в ней, вы получаете 1.08 урона и 2 дальности. Слезы будут иметь эффект урона. Ядовито-коричневая. Стоя в ней, вы получаете 0.15 скорости, 1.70 скорострельности и 2 дальности. Слезы будут отравлять врагов, как от предмета Скорпио. Враги, наступившие в лужу, также будут отравлены. Все миксы с ядовитой держатся на полу дольше. Коричнево-огненная. Стоя в ней, вы получаете прибавку к урону 1.45. Слезы будут иметь эффект предмета Firemind. Коричнево-святая. Стоя в ней, вы получаете эффект ауры святой какашки, но без самонаводки. Коричневый барий. Стоя в ней, вы получаете 0.25 скорости, 1.70 скорострельности, 4.50 дальности и эффект предмета тропикамид. Все миксы с барием шире. Коричнево-электрическая. Стоя в ней, вы увеличиваете скорострельность на 1.70 и дальность на 1.50. Слезы будут иметь эффект лестницы Иакова. Миксы кукурузный. Черно-кукурузная. Призывает саранчу голода, замедляющая врагов при контакте. Живая кукурузная. Создает специальных мух, которые накладывают новый эффект под названием коллапс на врагов. Коллапс – это эффект, который наносит урон в зависимости от количества стаков коллапса на враге по окончанию эффекта. Ледяная кукуруза. Враги, наступившие в лужу, получают эффект обморожения. Создает ледяных мух, которые превращают врагов в ледяные статуи при смерти. Ядовитая кукурузная. Враги, наступившие в лужу, отравляются. Создает саранчу чумы, отравляющую врагов. Огненная кукурузная. Поджигает врагов, которые наступают в лужу. При смерти врага создает саранчу войны. Святая кукурузная. Врагов, что стоят в этой луже, дольше 2 секунд ударяет луч света. Создает святых мух, которые создают более слабый святой луч при контакте с врагом. Кукурузовый барий. Создает больше обычных мух. Электрическая кукурузная.
накладывает на врагов электризованность и создает мух, который накладывает эффект магнетита на врагов. Миксы черный. Черная живая. Самонаводится на врагов, замедляет и накладывает страх. Призывает тентаклю, удерживающую врагов на месте. Черно-ледяная. Замедляет врагов. Ледяные статуи, попавшие в лужу, уничтожаются и выстреливают 3 замораживающие слезы и создают еще больше этой лужи. Ядовито-черная. Отравляет, замедляет и призывает тентаклю. Огненно-черная. Замедляет, поджигает врагов и призывает тентаклю. При смерти врага создает еще больше этой лужи. Святая черная. Замедляет врагов и наносит урон. Призывает тентаклю. Ударяет врагов, стоящих в этой луже, больше 4 секунд лучом света. Черный барий. Замедляет и призывает тентаклю. Лужа широкая. Черная и электрическая. Замедляет и накладывает электризованность, призывает тентаклю. Миксы живой. Живая ледяная. Накладывает обморожение и самонаводится на врагов. При смерти врага создает ледяную статую. Живая ядовитая. Самонаводится и отравляет. Живая огненная. Поджигает врагов. Получает более сильную самонаводку после смерти врага. Живая святая. Имеет комбинированный эффект 2 луж, но не накладывает страх. Живой барий. Накладывает страх и самонаводится. Лужа шире. Живая электрическая. Имеет эффекты обоих основ. Миксы ледяной. Ядовитый лед. Отравляет врагов. При смерти они создают ледяные статуи и облако ядовитого газа. Огненно-ледяная. Накладывает обморожение и скольжение. При смерти врага выстреливает 3 слезы вверх, которые имеют небольшую самонаводку и превращают врагов в ледяные статуи при смерти. Святая ледяная. Наносит периодический урон. Если враг умирает в луже, то использует предмет Crack the Sky на месте смерти врага. Ледяной барий. Обморожение и скольжение. Лужа шире. Ледяное электричество. Объединенный эффект базовых луж без дополнительных свойств. Миксы огненный. Ядовито-огненная отравляет врагов. При смерти врага создается взрыв. Святая ядовитая. Объединенный эффект базовых луж без дополнительных свойств. Ядовитый барий. Отравляет врагов. Лужа шире. Электрически ядовитые. Отравляет врагов и делает их электризованными. Ток от электризованности также отравляет врагов.
Миксы огненный. Огненно-святая. Поджигает и наносит периодический урон. Враги, стоящие в луже больше 2 секунд, создают луч света. При смерти врага создается несколько синих огней. Огненный барий. Поджигает врагов. Лужа шире. Огонь, появляющийся при смерти врага, больше. Огненно-электрическая. Поджигает. При смерти врага создает электрическую катушку, которая бьет током ближайших врагов и наносит 50% урона игрока. Миксы святой. Святой барий. Наносит периодический урон и призывает луч света на врагов, что стоят в луже больше 2 секунд. Сама лужа шире. Святая электрическая. Объединенный эффект базовых луж без дополнительных свойств. И последний микс в списке — это электрический барий, который имеет объединенный эффект базовых луж без дополнительных свойств. Миксовать уже замиксованные лужи нельзя. Право первородства Тарништ Ребеночка позволяет пополнять миксы при подборе одного из 2 ингредиентов миксов, что уже есть у вас. Теперь перейдем к анлокам. Гнилая сердцевина. Враги при смерти будут создавать маленьких личинок. Количество зависит от максимального здоровья врага. При касании этих личинок игрок будет их поедать, что временно увеличивает скорострельность и урон. Эссенция синего малыша. При использовании игрок выстрелит разными типами луж со слезами перед собой 8 раз. Обделавшиеся лавочники могут заменить собой лавочником с шансом 15%. При их взрыве они могут создать вражественных дипов, один случайный вид дружественных типов, дружественных специальных мух или саранчу, предмет или брелок, связанный с тематикой мух и кала. Вырезка из картона. Фамильяр, который стреляет одним из 5 типов снарядов. Кости отскакивают в ближайших врагов до 4 раз. Зубы с двойным уроном и отравляющие врагов. Сопли, которые прилипают к врагам и наносят им урон. Коричневая слеза, превращающая обычного врага в кучку. И желтая слеза, которая создает лужу, наносящую урон врагам. Импровизированная взрывная диарея. При взрыве в комнатах игрок на несколько секунд начнет оставлять за собой случайную лужу из базового арсенала Тарништ Синего Малыша. Срабатывает от любых взрывов. Имеет задержку между срабатываниями. Анальная трещина. В незачищенных комнатах будет появляться кишка на полу. При касании она начинает извергать из себя слезы со слабой самонаводкой и случайную лужу в течение 25 секунд. Лужа может быть миксом с шансом 10%. Белая карта против человечества. При использовании активирует эффект предмета слив и превращает камни в комнате в случайных дипов. Активный предмет микс. При нанесении урона врагам из них может появиться мешочек колостомии. При его подборе он будет храниться в активном предмете. При использовании микса вокруг персонажа создастся лужа типа мешка, что вы подобрали. Если подобрать мешок колостомии, когда один уже хранится в активном предмете, то они смешаются. Если в активном предмете уже есть микс, то при подборе нового мешка тот порвется и создаст лужу. Также с добавлением нового персонажа добавили и новый челлендж под названием Император Мух.
В нем вам предстоит победить мамино сердце, без возможности стрелять и имея при себе синюю муху-орбиталку, нимб из мух и разные миксы кукурузной лужи. Вместо пакетов колостомии с врагов будет падать новый пикап – контейнер с мухами. При подборе он создаст несколько одинаковых специальных мух или саранчу, соответствующую цвету контейнера. Лужи будут восполняться автоматически каждый этаж. Анлоком за этот челлендж будет ловушка для мух. В специальных комнатах будут появляться контейнеры с мухами. Тип контейнера будет зависеть от типа комнаты. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также оценить и другие мои видео. Ну что ж, как по мне, персонаж очень интересный. Мне было очень увлекательно разбирать, какие миксы что делают. Расскажите, что вы о нем думаете в комментариях. Также, помимо синего пацана, в новом обновлении был обновлен Иуда. Ему добавили целую новую святую сторону. Но, скорее всего, о нем мы поговорим уже не в этом году. Еще раз спасибо за просмотр. Всех с наступающим Новым годом и до скорых встреч! Как у меня получилось ни разу не сказать говно в этом ролике.